Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков. Сегодня мне стало известно, что дело об убийстве Ирины Фарион передано в суд. И не просто передано, а передано с переквалификацией. То есть, если раньше квалификация подозрения была по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то сейчас это пункты 8 и 14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Ну и еще там одна статья по обращению с оружием и другими там вещами, но обращения с оружием мы пока касаться не будем. А что касается переквалификации статьи об убийстве с простого на квалифицированное, то об этом следует поговорить подробнее. Что я хочу сказать? Об этой переквалификации конкретно высказывается такой персонаж, как Игорь Мосейчук. Он известен тем, что он был близким другом Саши Белого и членом радикальной партии Олега Ляшка. Сам Мосейчук тоже в свое время подвергался покушениям на убийство, но выжил. Теперь этот Мосейчук сообщает, что по его данным дело переквалифицировали в связи с тем, что когда-то Вячеслав Зинченко, бывший подозреваемый, сейчас он уже обвиняемый, что Вячеслав Зинченко, как только его задержали, он признался не на протокол в том, что он убил Ирину Фарион в связи с тем, что ее высказывания, дескать, раскалывали украинское общество по национальному признаку, то есть по признаку языка. Вот такое обстоятельство. Я впервые услышал об этом обстоятельстве от Мосейчука в его видео, опубликованном 26 декабря 2024 года. Откуда Мосейчук это взял? Может, у него там в органах следствия или в органах прокуратуры или еще где-нибудь в органах СБУ есть какие-то инсайдерские источники? Трудно что-то определенное об этих источниках сказать, но факт тот, что Мосейчук об этом сообщил. Это его сообщение можно рассматривать как раскрытие обстоятельства про открытие тайны следствия. То есть тайна следствия открыта не сейчас. Сейчас следствие уже закончено. А вот тогда, на том этапе, когда кто-то там, когда-то до завершения следствия разгласил Мосейчуку о том, что, дескать, Зинченко не на протокол в чем-то там признался и даже, как сообщает Мосейчук, хвастался о том, что это именно он убил Ирину Фарион. Это можно рассматривать как нарушение тайны следствия, но с этим уже будут или не будут разбираться уже органы полиции в ходе внутреннего расследования или органы прокуратуры тоже в порядке внутреннего расследования, но пока этот момент с нарушением тайны следствия мы оставим. Вернемся к переквалификации. Во-первых, об этой переквалификации и о том, что информация передана в суд, сообщает не только Мосейчук, а и такой источник, как 24 канал. В своей публикации под заголовком «Грозит пожизненное подозреваемому в убийстве Фарион Зинченко, изменили квалификацию преступления». Так вот, 24 канал сообщает, что в среду 25 декабря обвинительный акт в отношении Зинченко направили в суд. Ему ранее инкриминировали умышленное убийство, но сейчас дело переквалифицировали. И, как пишет 24 канал, прокуратура отмечает, что обвиняемый проявил убеждение в национальной дискриминации граждан Украины, которые общаются на русском языке. На основании чего у фигуранта, то есть у Зинченко, возник умысел на убийство Фарион. Это сообщает 24 канал. В публикации есть ссылка на сайт Нацполиции. Так вот, Нацполиция сообщает, что в 2024 году Зинченко присоединился к одной из групп, связанной с российской неонацистской организацией. И во время пребывания в этих группах у него возникла личная неприязнь к Ирине Фарион. Что касается прокуратуры. Прокуратура об этом сообщает более подробно. Офис генпрокурора сообщает, что досудебное расследование завершено. Дело относительно
18-летнего жителя Днепра Вячеслава Зинченко по обвинению его в убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины 7-го созыва Ирины Фарион передали в суд. И офис генпрокурора указывает и пункты, по которым предъявлено обвинение. Это пункты 8 и 14 части 2 статьи 115 и часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Ну и опять же о мотивах. Национальная нетерпимость и так далее. Как считает и пишет прокуратура и офис генпрокурора, убийство было совершено из-за исполнения потерпевшей общественных обязанностей с национальной нетерпимостью в качестве мотива. Обвиняемый, как сообщает прокуратура, проявил убеждение в национальной дискриминации граждан Украины, которые общаются на русском языке. И из-за того, что своими действиями якобы Фарион раскалывала народное единство. И на этом основании у обвиняемого возник умысел на убийство. Вот такие источники этого всего. О чем нужно сказать? Во-первых, что касается переквалификации, нужно смотреть в Уголовный кодекс Украины. Статья 115, часть 2, пункт 8 – это умышленное убийство лица или близкого родственника в связи с исполнением этим лицом служебной или общественной обязанности. И пункт 14 этой же части этой же статьи – мотивы расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Что касается пункта 8. Лично у меня нет оснований считать, что Фарион исполняла какую-то служебную обязанность или общественную обязанность. Трудно сказать, что в том, что делала Фарион, состояли какие-то ее обязанности, состоящие в том, что она публиковала свои видео, в которых оскорбляла украинских военных, обзывала их, унижала и призывала их к самодепортации из Украины. Поэтому, на мой взгляд, никакой обязанности, ни служебной, ни общественной в этих действиях Ирина Фарион не исполняла. Поэтому, что касается пункта 8, части 2 статьи 115, то тут, на мой взгляд, квалификация не вяжется, то есть не соответствует содержанию этого пункта 8. Что касается пункта 14, части 2 статьи 115, это мотивы расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Так вот, как пишет прокуратура, читаем информацию офиса генпрокурора, там пишется о чем? О том, что у обвиняемого возникли убеждения в национальной дискриминации граждан Украины, общающимся на русском языке. А Ирина Фарион была известна своей позицией по защите украинского языка и культуры. И она якобы этим раскалывала народное единство. Нужно сказать про еще один момент в обстоятельствах дела. Это то, что в 2023 году относительно Ирины Фарион были возбуждены 4 уголовных производства, которые расследовала Служба безопасности Украины. Так вот, в частности, Укринформ сообщает, что это производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан в связи с их расовой, национальной и региональной принадлежностью, религиозными убеждениями, инвалидностью и другими признаками». Статья 435.1 «Обида чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему». Статья 163 «Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров» и статья 182 «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По этим статьям было открыто Службой безопасности Украины уголовное производство относительно Ирины Фарион. Теперь, что касается Зинченко. То есть, в совокупности из всей этой информации получается, что следствие считает, что мотив Зинченко соответствует пункту 14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В этом пункте говорится о мотивах расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Но поскольку относительно самой Фарион были возбуждены уголовные дела по расовой нетерпимости Службой
безопасности Украины, то у Зинченко, как пишет офис генпрокурора, мотив был не в связи с национальной нетерпимостью, а против этой самой национальной нетерпимости. То есть национальную нетерпимость проявлял не Зинченко, а именно Фарион. А Зинченко, как утверждает офис генпрокурора, проявил мотив обратный, то есть мотив на препятствование Фарион действовать таким образом, как она действовала, то есть проявляла эту самую национальную нетерпимость. Еще раз. Значит, Фарион была преследуема Службой безопасности Украины за нетерпимость по национальному признаку. А Зинченко имел, как утверждает прокуратура, мотив на прекращение этих действий со стороны Фарион, которые, по его мнению, являются этой самой национальной нетерпимостью. То есть пункт 14 части 2 статьи 115 о чем говорит? Говорит о том, что это мотив национальной нетерпимости, но не говорит, что это мотив на устранение действий, которые составляют эту самую национальную нетерпимость. Получается, что Зинченко, как утверждает следствие, убил человека из-за того, что тот человек проявлял национальную нетерпимость. Но убийство человека, который проявляет национальную нетерпимость, не является проявлением национальной нетерпимости. Вот о чем я хочу сказать. И этот момент нужно четко себе представлять. То есть такого мотива, о котором говорит пункт 14 части 2 статьи 115, национальной нетерпимости у Зинченко не было. У Зинченко, как утверждает следствие, может быть, у него не было вообще мотива убивать, но, как утверждает следствие, мотив состоял в национальной нетерпимости. Но если говорить о мотиве, о чем говорит следствие и прокуратура, то тогда, по версии самой же прокуратуры, это не мотив национальной нетерпимости, а мотив на прекращение этой самой национальной нетерпимости, которую проявляет человек, на которого направлено воздействие. То есть мотив на прекращение действий по проявлению национальной нетерпимости не является мотивом национальной нетерпимости. Вот это то, что нужно себе четко представлять. Такие вот обстоятельства. Что там будет уже в суде, будем следить. Но видно, что следствие ускорило работу, непонятно в связи с чем. У них еще было время до 20 января, но они ускорились, переквалифицировали. Может быть, это связано с тем, что 20 января вступит в должность новый американский президент, и там будут свои проблемы. Поэтому начали подгонять это дело. Ну, а мы с вами, друзья, будем следить за тем, что происходит в процессе. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте, распространяйте это видео. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч!